Спасибо большое организаторам, что пригласили. Сегодня я буду рассказывать про то, как email можно превратить в деньги и как можно его не превратить в деньги. А задние ряды меня хорошо слышно? Громче? Вот так? Хорошо, я просто тоже стоял сзади, плохо слышно было. Погнали. Сегодня у нас тему доклада, ее, кстати, придумал тоже Леша, она мне очень нравится, про волшебное. А можно еще кликер? Тогда будет совсем классно, тогда я смогу рассказывать. Вот, огонь. Про волшебное превращение email в деньги. Про себя я рассказывать не буду, поскольку тайминга нет. Я примерно 10 лет занимался разными e-коммерсами и немножко машинным обучением. Сейчас я работаю в социальной сети Одноклассники и помогаю им зарабатывать немножко больше, чем они так много зарабатывают. Собственно, все вы, наверное, специалисты по email и знаете много email-метрик. А поднимите вот люди, кому знакомы вот эти вот слова. Выше, во, класс, держите руки. Вот, но когда вы приходите к своему менеджеру, короче, вы ему рассказываете, он не понимает. И он такой говорит, нам вот нужно вот это. Ну, что-то вот из этого. Вот поднимите руку, кого просит вот это. Вот, а 2 руки у кого получилось. Вот, ну да, вот у многих. Вот, и он такой говорит, мне нужно на самом деле там при конверсию, средний чек поднять, мне нужно то, все, трафик, там, все что угодно, но только не рок-аук, только не лог-лосс, только не там NDCG или еще что-то. А самое главное, он хочет вот этого. Он прям говорит, мне нужны деньги, мне на самом деле вообще не важно, что ты делаешь, просто нужны деньги, нужно больше денег. И, собственно, очень часто возникает такая история, что машинное обучение не всегда окупается. Про это не принято говорить, но тем не менее специалисты по машинному обучению стоят дорого. Вот. И некоторые очень дорого стоят. Вот. И помимо того, что нужно платить зарплату, нужно покупать сервера, нужно делать ресерч, нужно много чего делать, а в конце может ничего не получиться. И, собственно, это один из больших страхов, которые преследуют многих, кто пытается внедрить email. И, собственно, вот что нужно. Первое, когда вы делаете какой-то ресерч, делаете стекаете XG-бусты, еще что-то внедряете, первое, что вам нужно показать заказчику или, соответственно, человеку, с которым вы работаете, что возможность это внедрить. Потому что часто ваш email, ваш email, невозможно никуда внедрить, это печалит. Второе, там вместо точек, вот во второй фразе матерные слова обычно. Вот нужен вот реальный результат для бизнеса. И, конечно, третий пункт, помимо того, что результат очень классный. Иногда бывает результат прям 1%. Непонятно чего, он как бы рок-аук там улучшился, и типа, а нужно все это дело окупить. И вот мы сегодня говорим как раз про это. Собственно, как понять, окупается email-проект или нет. Первое, что нужно взять, это нужно понять вашу бизнес-метрику, которую вы улучшаете. Лучше всего взять деньги, если не получается деньги, какой-то прокси к ней. Например, конверсию, например, увеличение среднего чека, уменьшение оттока, все, что у нас сегодня было на слайдах. Вторая эта штука, соответственно, посчитать, какой прирост вашей email-метрики, насколько он увеличит реальные деньги. А третий – это посчитать, соответственно, ваши затраты на машинное обучение. Туда включить зарплаты специалистов, сервера, время, которое можно было потратить, те деньги, которые положены на там, налоги и так далее, и так далее. Четвертое, что не делает практически никто, это посчитать затраты на альтернативы. Ведь не обязательно делать прям машинное обучение, можно сделать что-нибудь простое, что работает как бы хуже, но просто работает, и это очень дешево. И после этого нужно еще раз все это посчитать. Если вы понимаете, что ваше решение лучше, чем альтернативы, оно приносит больше денег, оно быстрее окупается или еще что-то, только тогда браться за email. Часто спрашивают, какие альтернативы. Ну вот, например, такие. Если вам нужно там делать сегментацию пользователей, возьмите RFM-анализ. RFM-анализ делается из коробки, он не супер прекрасный, там нет бустингов, там нет лесов, там просто есть матричка, там есть понятные правила подсчета, они считаются мгновенно, любой шестиклассник это напишет. Нужна фильтрация спама. Посадите человека. Человек стоит 30 тысяч рублей, он за 30 тысяч рублей разбирает почту прекрасно. Да, он не суперинтеллектуален, но он человек, он может это делать, это будет иногда гораздо быстрее, лучше, чем ваш email. Ну и, собственно, я сегодня все это расскажу, как мы внедряли email и как мы считали его окупаемость на одной простой задаче Churn Predict. Более фундаментальные вещи, просто формат презентации в 15 минут не позволяет рассказать. Поднимите руки, а кто сталкивался с задачей оттока пользователей? Ну вот много людей, да, большинство знает. То есть это очень часто встречающая задача, она встречается как в приложениях, так и в сервисах монетизации, в интернет-магазинах и так далее. Проблема примерно состоит в следующем, что когда пользователь оттекает, его очень тяжело вернуть, часто невозможно. А привлечение нового, как правило, дорого. И поэтому вот идея удержать старых пользователей, она встречается там везде, от телекома до мобильных приложений, ритейла и так далее. Это очень важная задача, часто про нее пишут. По-моему, первый крупный конкурс про эту задачу был KDD в 2009 году, когда телекоммуникационный оператор Orange
Orange, один из крупнейших в Европе, выложил огромный датасет про пользователей и просил сделать Churn Predict. Собственно, с тех пор считается, что ML очень классно решает эту задачу, и это правда так. Давайте просто рассмотрим стандартную матрицу ошибок. Наверное, все специалисты по ML ее знают. По-английски называется Confusion Matrix, по-русски матрица ошибок. У вас есть, по сути, 4 случая, когда вы предсказываете, что пользователь идет в отток, а он на самом деле уходит в него. Это классно, это true positive. Соответственно, когда вы предсказали, что он ушел в отток, а он на самом деле не ушел, это как бы плохо, потому что вам, ну, то есть это неправильно, это ошибка, соответственно, первого рода. Ну и так далее с тем, кто остались. Все эти предсказания не имеют никакого смысла, и решать задачу не имеет никакого смысла, если не будете ничего делать. В самом последнем столбце я добавил обычно стандартное действие. Но когда пользователь хочет уйти в отток, мы должны ему что-то предложить, какую-то няшку, скидку, все что угодно, чтобы он остался. Нам нужно как-то на него воздействовать. И, собственно, если он не хочет в отток, ну, лучше вообще ему ничего не давать, чтобы сэкономить деньги. Как вы считаете, какая лучше всего ML-метрика подходит для решения этой задачи? Можно прямо с места кричать, я в микрофон озвучу. Рокаук, там, log-loss, precision, recall, precision умноженный на recall. Что лучше использовать как специалистам по ML? Еще громче. Там говорят про F1, если я правильно слышу. А еще версии. Что? А где здесь на матрице деньги? В действии, но там скидка какая-то непонятна. Да, то есть правильный ответ, конечно, ML-метрика здесь никакая не поможет, пока вы не знаете деньги. Деньги вот примерно так выглядят на этой матрице. То есть если мы правильно угадываем, что пользователь хочет уйти в отток, да, то мы потеряем, мы, соответственно, можем заработать его LTV минус размер скидки. Если мы прогнозируем уход в отток, а он остается, мы теряем размер скидки, потому что мы могли бы ее не дать, а так он нас заберет, но все равно бы с нами остался. Если он остается, соответственно, мы прогнозируем, что он остается, а он ушел в отток, но мы теряем все его LTV. Как считать LTV, это там отдельная большая песня, на которую у нас сегодня нет времени. Ну и последнее, соответственно, если пользователь остался, мы прогнозируем, что остался, мы ничего не заработали. Ну, как бы 0, потому что и так все было хорошо. Собственно, если у вас 100% пользователей собирается остаться, ваш email, понятно, тоже не нужен. Ну и, собственно, правильная метрика, плюс-минус, она выглядит примерно так. Мы умножаем ту матричку, которую мы видели на предыдущем слайде, процент попадания в true positive, false negative и далее по списку, на те значения, которые нам рассказывает бизнес. Очень было бы здорово заранее знать, какие там значения, чтобы люди как-то нормально умели прогнозировать LTV, как-то заранее знали, какую они скидку раздадут. Вот. Ни у кого вопросов не вызывает этот слайд? Да. Один человек, у нас просто времени мало. Во, классный момент. Не все да, про это помнят. И как раз все дальнейшее мое изложение будет именно про это. Снизу справа легкий спойлер, что на самом деле это не так. Но многие думают, что это прям правда. Ну, то есть очень похоже на правду, что если мы спрогнозировали отток, а пользователь ушел в отток, мы ему сейчас дадим скидку, он вернется. На самом деле во всей этой задаче нет одного непонятного факта. А что будет, если пользователь ушел в отток, хочет уйти в отток, мы ему даем скидку, что же случится? Может, он не примет и все равно уйдет в отток. Дальше мы обучили какую-то модель машинного обучения, и ее провалидировали, там все честно, там были кросс-валидация, там отложенные выборки, там все прям как классно. У нас была такая матричка. Ну вот, в продакшене получилось вот так. Ну то есть у нас они очень похожи, просто числа приближены к реальности, поэтому они достаточно маленькие, и мы видим, что растет ошибка первого рода. Ну то есть вот самая большая дельта, там, где остались 6% в первом случае на валидации, а, соответственно, в реальном продакшене 8%. То есть каждая наша модель в продакшене хуже. Ну вот ML-метрика, если мы любую, какую бы ни взяли, RAW, AUK, там F1, Precision, Recall, хуже. А с чем это связано? Говорят, вот там я сзади слышал, говорят, что типа, ну просто в продакшене всегда хуже. Да, согласен, в продакшене всегда хуже. Чего еще? Я слышал вас, где... Нет, если бы скидки бы ничего не решали, мы бы увидели на валидации в продакшене одно и то же. Здесь мы еще не предлагаем скидку. Вот смотрите, на валидации мы как бы ничего не предлагали, мы взяли и валидировались по тем данным, что были. Если бы у нас, конечно, была обучающая выборка с размером скидки, все было бы прекрасно. А в продакшене мы уже взяли и предложили скидку.
Громче. Смещенная выборка. Ну, то есть в продакшене всегда хуже. Но это примерно то же самое, не совсем так. Что еще раз? Изначально размер скидки вы ее придумали, и валидация там Взяли, нет, мы валидировали честно, true positive, false positive. Мы взяли, обучились, например, на январе, потом взяли февраль, посмотрели черный, посмотрели, как наш алгоритм спрогнозировал тех, кто ушли в отток. Но это честная валидация на отложенной выборке. вы размер скидки, вы его придумали, и на его основе вы решили, что сколько-то процентов вы вернете, а вот сколько процентов... Размер скидки придумал бизнес, если коротко. На самом деле подвох, конечно, в том, что в нашей валидационной выборке, тут уже было высказано правильное мнение, мы не давали ни скидки, мы просто сверяли нашу точность прогноза с тем, что были. То есть мы прогнозировали, что пользователь уйдет, он ушел. Но как только мы начали раздавать выборку, мы на самом деле что начали делать? Мы начали перегонять из того квадратика, где записано 24%, да, то есть мы прогнозировали отток, и он ушел в отток. В тот квадратик, где пользователь принял скидку и в итоге остался. То есть наша ML-метрика должна просаживаться, она должна быть хуже, чем на валидации. И чем хуже она в некотором смысле, тем лучше. То есть что произошло в продакшене? Мы правильно угадали тех, кто ушел, мы им правильно дали скидку, и из-за этого они остались. То есть если бы вместо 8%, скажем, было 28%, а слева, например, нолик, или там сколько-то 2 там остается, то это был прям очень хороший прогноз. То есть мы хорошо спрогнозировали, хорошо выбрали скидку, и в итоге все, кто планировали уйти, они остались. Но, естественно, так не бывает. И очень важно, помимо всего прочего, разобраться с тем, что происходит на самом деле, важно оценить эффект. Собственно, как корректно оценивать эффект? Вообще успешный был этот кейс или нет? Как вам кажется на этих цифрах? Я их сейчас верну. Сколько денег вы потратили, сколько заработали? Вот как эффект оценить. Сколько денег потратили, сколько заработали. Как это оценить? Да, правильно. Как корректно оценить эффект? Ну, примерно. Там я же говорил про ЛТВ, про размер скидки. Ну, просто интуитивно кажется, вот эти 2%, там, из 6 в 8 мы перегнали отток. Много это, мало, как считать? Да не, ну то можно через ЛТВ и через размер скидки посчитать. Например, 5 размеров скидок вы потеряли, 15 размеров скидок. Я уже подсказываю. Сколько потратили, столько заработали. Блин, класс. Как вы это без данных делаете, не знаю, но идея классная. Правильно оценивать примерно так. На самом деле нужно, конечно, запустить АБ-тест. Валидация вообще не канает, потому что валидация была давно, а в жизни все меняется. Вам нужно запустить версию и смотреть, как ваша будет работать матричка на тех пользователях, которые, соответственно, не раздается скидка, как вы правильно их прогнозируете. И что было бы, соответственно, как вы ошибаетесь. После этого вам нужно запустить версию Б, где вы правильно раздаете скидки. Тогда это уже чуть более честно, чем просто смотреть с валидацией. Хотя они похожи, но потому что численка маленькие, они там не сильно колеблются, реально скидка не сильно влияет. После этого нужно сделать примерно следующую штуку. Вам нужно оценить эффект. Желательно в деньгах, сейчас он будет в процентах, а потом мы его домножим до деньги. То есть тем людям, которым вы не раздавали скидки, уходили в отток суммарно 30, да, 28 плюс 2. А тем, кому вы раздавали скидку, совокупно ушло 28. То есть вам совокупно удалось удержать за счет вашей активности всего 2% пользователей. Причем это на самом деле много. Это на самом деле много. Или да, 6,5% от всех, кто собирался в отток. То есть зависит опять от ваших масштабов, от целей, от денег и так далее, но в целом идея с черным предиктом, она очень хорошая, очень правильная, если вам удается возвращать большое количество. Если вам удается возвращать всего 2%, кажется, что это не сильно много. Собственно, как это выглядит в деньгах, вам достаточно сравнить. Здесь опечатка на слайде, там, где буковка «Б», там должно стоять минус 28% умножить на ЛТВ. Я опечатался, но реальный эффект написан правильно. То есть ваш реальный эффект выглядит так. 2% умножить на ЛТВ, минус 8% на скидку. Но, собственно, вот те люди, которым вы дали совокупно скидку, да, это 8%, которые в итоге остались, которые ее приняли. Поэтому из этого эффекта просто следует очевидная вещь. Во-первых, если вы даете скидку в 4 раза больше, чем ЛТВ, то кажется, у вас уже нолик, а то и минус. Второй момент, который следует очевидным образом, что вся эта штука, все это ЛТВ к вам приходит не сразу. Это длинные деньги, да, потому что зависит от бизнеса, но в целом это длинные деньги. То есть, исходя из вашего прогноза, насколько вы сможете улучшить метрику оттока, вам из этого прогноза нужно, во-первых, сначала выбирать скидку,
да, чтобы не давать огромную скидку или не давать слишком маленькую, так, чтобы оценивать изначальный прирост. Второй момент, который крайне важен. Вам еще нужно посчитать все косты, которые потребовались на АБ-тест, на команду и так далее, и так далее, и так далее. И вы увидите, что задача черн предикта, несмотря на всю ее привлекательность, простоту, понятность, иногда может просто не окупиться. Поэтому перед тем, как запускать эту штуку, оцените реально. То есть просто раздайте скидку небольшой группе пользователей и посмотрите, сколько процентов ее в принципе принимают и как это улучшает ваш бизнес. И, собственно, 90% сейчас специалистов по email, они далеки от связи с бизнесом. Они умеют делать прекрасные алгоритмы, а бизнес умеет считать деньги. И вот как только кто-то пойдет навстречу, либо бизнес научится понимать email, либо специалисты по email научатся понимать бизнес, вот тогда наступит отличная синергия, и все начнут зарабатывать больше. И бизнес, и специалисты по email. Собственно, у меня на этом все. Я, кажется, уложился в тайминг. Здесь есть мои социальные сети, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм. Мне можно писать, и я еще буду на связи всех вопросов и ответов. У нас еще есть, там могут... Да, тут есть такой, этот самый момент. Вы недостаточно часто слово agile произносили, поэтому Сбербанк до нас еще не доехал со следующим докладом. Поэтому у нас есть еще 3-4 минуты, когда можно, во-первых, произносить agile. Вы можете попрактиковаться. Ничего, никто не хочет это самое. Вот. Я про agile говорю, не вопросы. Блин, может так Сбербанк вообще не доедет с таким agile. Вот, ладно, тогда вопросы. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Вот как мы можем оценивать эффект от ML до того, как мы начали, то есть до того, как мы посадили людей, наняли, дали им деньги, они там считают, что-то какие-то модели месяц первые обучают. Вот как до этого оценить? То есть, с одной стороны, мы можем из бизнеса понять, что вот там 30 рублей человек вручную там сортирует, размечает, молодец. А как оценить потенциальный эффект от ML? Сколько он даст процента? 2%, 3%? Это очень зависит. Хороший вопрос. На самом деле, правда, это не эффект от ML. Вот эти 2% это не эффект от ML, а это поведение пользователей. Вот у тебя пользователи никогда не будут 100% принимать скидку. Да, они будут, это не зависит от качества твоей модели, зависит только та дельта, на которую ты прирастишь. Как ты правильно их выберешь. Ты можешь взять историю и посмотреть, сколько в принципе людей принимали скидки, и после этого изменялось их поведение. Для этого нужен тоже хороший специалист, но это не требует огромной работы, связанной с внедрением в продакшн, обучением моделей и тестирования. То есть тебе нужно понимать просто бизнес-смысл. Если ты приходишь к эксперту, он говорит, ну, ребят, больше 5% людей, которые хотят в отток, никогда не примут наши скидки. Ты говоришь, ну если 5%, то я дальше посчитаю все в обратную сторону, те формулы, которые у меня были, и скажу, значит, тогда скидка должна быть такой-то, и нам, соответственно, вот ЛТВ там такой-то, то есть скидка не больше там 200 рублей, бла-бла-бла, и типа, а наш реальный прирост, допустим, мы выбирали классных, там будет не 5%, а 7%. Что тогда будет? Стоит ли этим заниматься или нет? То ты считаешь в обратную, и, конечно, нужно брать экспертизу бизнеса. По 70% вопросов она есть достаточно хорошая, по еще 30% она есть какая-то. И понимая просто то, что хочет бизнес, ты иногда можешь найти просто более простое решение, раздать всем или не давать никому. Ну, например, если говорить про скидки. Пожалуйста. Скажите, а эта метрика учитывает пользователей, которые приняли скидку и все равно ушли в отток? Смотри, конкретно, очень хороший, правильный вопрос, спасибо за него. Она на самом деле, получение скидки, оно увязано с продлением услуги. То есть, по сути, все, кто приняли скидку, так или иначе продлили ЛТВ свою. То есть, такая просто механика была, я просто не могу раскрыть там кейс, там есть некоторые нюансы с ним. Но по сути, да. По сути, мы все это посчитали на этом кейсе более-менее честно. Вопрос от меня. Да. Смотри, у нас, получается, была простая идея. Давайте предсказывать, кто уйдет, им давать скидку. Да. Потом внезапно появляется LTV, который по-хорошему тоже надо предсказывать. Потом появляется, условно говоря, какую скидку предлагать для какого клиента. Потом появляются наверняка еще какие-нибудь вещи, типа предсказания, через какой канал надо сделать для того, чтобы, вся эта штука. Расскажи про свой опыт, как вся эта хурма разрастается в такого монстра из кучи моделей и хрен пойми как связанных, экономических штуковин.
Жалко, что у меня лекция не на час. Если говорить про бизнес, и аппетит растет во время еды. Да? То есть часто примерно происходит так, что у нас есть какая-то задача, мы не знаем, где нам накинуть у нас точка роста. Мы слышали про блокчейн, бигдата и все, что говорит Греф. Вот, и хотим тоже попробовать. Дальше находятся какие-то специалисты, какие-то задачи. Дальше они миксуются, а дальше считаются деньги. И как только посчитались деньги, если они выросли, даются еще задачи. Если нет, начинается разбираться почему. И, собственно, весь бизнес никогда не лезет в модели. Он вообще не понимает ни в рок-ауке, ни в логлосе, ни еще в чем-то. Он всегда смотрит на деньги в кассе. И если вы растите деньги в кассе, то неважно как, вы можете их просто руками приносить. Как она разрастается, я сейчас еще договорю, она разрастается, соответственно, если получается их растить, и это успешные кейсы, набирается еще 20 специалистов и сажается на соседнюю задачу. Если нет, докапываются в этой. Если приходит честный человек, и говорит, ее просто нельзя решить методами email, давайте сделаем другое. Они говорят, окей, тогда мы специалистов перекинем на другое. Если попадается нечестный специалист, который говорит, ну там еще можно 0,01% дотюнить, и тогда эта задача уходит в очень долгий поиск там еще дополнительных фичей, еще чего-то. Да, следующий вопрос, пожалуйста. Добрый день, спасибо Привет. за доклад. Скажите, пожалуйста, в данном эксперименте как-то учитывалась каннибализация прибыли и ЛТВ у false позитивов? Ну, тут в этом данном эксперименте как раз у тебя есть честный АБ-тест. То есть я сравниваю свой прогноз на АБ, что бы было бы, если бы я не давал. Поэтому тут каннибализации нет, но пользователи как бы не связаны там между собой. Но вопрос правильный. Для некоторых действительно сдачи в имейле, они и есть каннибализация. Вопрос, как директорату продали, типа, заранее все цифры удалось посчитать или там директорат мог принять такое, что вы ошиблись 2-3 раза? Ну, в затратах на проект. Ну, на самом деле, не секрет, что сейчас проекты по email продаются примерно так. Мы хотим попробовать. Есть классные ребята, классные специалисты, мы вам доверяем, попробуйте. Если говорить конкретно про эти задачи. Много вопросов. Если говорить про то, что я, например, делаю внутри компании, да, естественно, мы сначала, более того, мы даже считаем затраты на логирование данных, учете проекта. То есть, например, чтобы собрать какую-то ML-модель, нужно сначала некоторые данные начать собирать. И даже просто начать их собирать для большого проекта типа «Одноклассники», эта разработка стоит прям денег. Вот, соответственно, дальше нужно сначала посчитать, насколько мы примерно хотим прорастить одну метрику, насколько это скажется в деньгах, потом посчитать обратным реверсом все затраты, например, там, на логирование, на, соответственно, новый сервер, на обучение моделей, на мою зарплату, на зарплату еще нескольких людей. После этого все это вычесть и сказать да или нет, будем мы этим заниматься или нет, и плюс еще поделить на то время, да, которое мы, соответственно, будем внедрять этот проект, поскольку он занимает много. По-хорошему, если вы делаете это in-house, конечно, вы должны все это заранее посчитать и предложить альтернативу. А можно ничего не логировать, а всем раздавать скидки. Возможно, из зарплат тех людей, которые вы нанимаете на email, возможно, это будет лучше для бизнеса. У нас тут пара спикеров скучают. Да, Ребята, может быть. поделитесь своим опытом про то, собственно, как вы сталкиваетесь с экономикой. Вот я просто услышал про паттерн, что сейчас мы пару десятков людей, это самое, копать. Да, Отсюда может, и мы до просто, обеда. сейчас Валера. вопрос-ответы сделаем. Ну, мы с Лешей вообще любители аплифт-моделей, конечно, а не модели оттока, потому что давайте формализуем задачу любой скидки чуть дальше. Когда вы даете человеку скидку, он, конечно, может этой скидкой воспользоваться и продолжить у вас оставаться клиентом. А так лучше? Вообще. Давайте немножко формализуем задачу. Когда вы человеку предлагаете скидку, у него тоже есть 4 варианта. Он может ей воспользоваться и продолжить оставаться вашим клиентом, но он бы и без скидки остался, и это плохо. Вы потеряли деньги на скидку. Он может этой скидкой не воспользоваться, и уйти, и тогда бессмысленно ему предлагать. Он может ей воспользоваться, только в этом случае остаться, и он может, получив вашу скидку, психануть и убежать. Существует такой случай, допустим, у вас сервис по подписке, вы присылаете человеку предложение о скидке на премиум мега подписку, и он вспоминает, у меня эта подписка, надо ее отключить. Такое тоже бывает. И тогда нужно уже переходить скорее к аплифт-моделям, то есть считать, а насколько мы получаем приток, если мы в деньгах, если мы конкретному пользователю предлагаем конкретную скидку, причем это может быть не одна скидка. То есть у нас есть задача следующая, есть некий набор действий, экшенов, есть набор пользователей. Нам нужно предложить и тому пользователю такой сжитый экшен, чтобы максимизировать
нашу прибыль, наш доход. И это уже мы переходим дальше к моделям аплифта, на которых экономику считать еще гораздо приятнее, но делать их и валидировать гораздо тяжелее. Гораздо. Вот, кстати, у меня был вопрос, мы когда с тобой говорили про аплифт, дальше это во что-то превратилось или пока это следующая часть? Да, я коротко отвечу, просто мы с Валерой обсуждали задачу, а на самом деле на практике все было сложнее, там было 3 разных скидки, но если бы я начал это рассказывать, мне кажется, я бы убил часть аудитории, просто вырубил, поэтому я сделал очень простой кейс, соответственно, просто на матричку. Конечно, нужно еще добавить размерность скидки, вероятность ее принять, и я про это несколько раз рассказывал, про персонализированные скидки, по-моему, на предыдущем датафесте и еще когда-то, вы можете просто найти эти видео, они, кажется, есть вот где-то здесь, или у меня очень редкая фамилия, можно по ней погуглить, и там я чуть более подробно рассказываю. Да, это вылилось в продакшн. И с какими-то результатами. Они были чуть больше плюс, чем минус. Тебя купило? Это очень сложно.